Президент поднимает белый флаг. Заявление о готовности закончить войну прямо сейчас. Внезапное признание. Для Путина начали сжигать деревни. Полное уничтожение нескольких населенных пунктов. Сотни военных сметают все на своем пути. Еще одна партия в России попала под удар. Кампания по зачистке неудобных политиков продолжается. Кто оказался неугоден Кремлю? Новый громкий шпионский скандал в Европе. Шокирующая находка в столице. В России появился новый лидер, чей портрет чиновники начали вешать рядом с Путиным. Об этих и других событиях к утру субботы 22 августа. Суббота – не повод пропустить главное. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире «Нехта». Для Путина начали сжигать деревни, но в этот раз речь не об Украине. Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Пока Путин встречался с Мин Аун Хлайном, формально президентом Мьянмы, а в реальности главой кровавой хунты, его войска начали зачистку районов вокруг Давея. Как пишет Reuters, там должна появиться поддержанная Россией специальная экономическая зона. Военные продвигаются колоннами и зачищают территории. Некоторые деревни и дома были сожжены. Военные 5 лет назад свергли законную главу Мьянмы Аун Сан Су Чжи и развязали гражданскую войну, которая унесла жизни как минимум 100 тысяч человек и заставила покинуть свои жилища еще более 3,5 миллионов жителей. Теперь кровавые вояки хотят построить в выжженной зоне глубоководный порт, электростанцию и другие предприятия. А на днях Мин Аун Хлайн обсуждал совместные проекты с Путиным в Москве. Россию и Мьянму объединяют по-настоящему крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки. Но финальный штрих особенно символичный. На месте, где сейчас выжигают деревни под будущую экономическую зону, Россия собирается строить не только предприятия и инфраструктуру. Путин также объявил о договоренности возвести в Янгоне храм Русской Православной Церкви. Высокопоставленный командир оккупантов ранен под Гуляйполем. Подстрелили командира 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ Дмитрия Шабаева. По данным движения АТЭШ, это произошло в середине недели во время инспекции одного из командных пунктов. 64-я бригада получила печальную известность после оккупации Бучи в 2022 году. Ее военнослужащих считают ответственными за преступления против мирных жителей. В АТЭШ при этом намекнули, что ранение Шабаева могло не быть результатом украинской атаки. В движении намекают на самосуд. В данной бригаде практикуется ликвидация неугодных военнослужащих, которые задают лишние вопросы, критикуют решения командира бригады или отказываются отправлять своих подчиненных на заведомо самоубийственные штурмы. И очень похоже на то, что подчиненные полковника Шабаева в этот раз действовали на опережение. По данным АТЭШ, полковника эвакуировали, его состояние пока неизвестно. Правда, позже украинские бойцы из подразделения «Скифские грифоны» заявили, что удар по полковнику Шабаеву является их работой. В доказательство представителями 423-го полка беспилотных систем было опубликовано и видео атаки. По данным украинской стороны, командир 64-й бригады оккупантов и его водитель тяжело ранены. Мы сегодня здесь собрались не только потому, что выборы, а в первую очередь потому, что молчать больше нельзя. Разобрались с яблоком, взялись за коммунистов. В Саратове силовики задержали кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. Как успел сообщить сам политик, к нему пришли домой 10 сотрудников, после чего его увезли в суд. Бондаренко вменяют демонстрацию экстремистской символики. В КПРФ заявили, что поводом стала некая публикация в соцсетях и назвали ситуацию давлением на кандидата. Сам Бондаренко связывает задержание с предстоящими выборами. Он давно известен жесткой критикой властей, выступал против повышения пенсионного возраста и называл федеральных чиновников жуликами. Ранее его уже задерживали на акции в поддержку Навального, лишили мандата в Саратовской облдуме, а его сайт и страницы блокировали. Так что после снятия с выборов яблока кампания по зачистке неудобных политиков, похоже, получает продолжение.
Новый громкий шпионский скандал в Европе с кремлевским душком. Под Берлином нашли тайник с оружием и боеприпасами, который, по данным немецких спецслужб, мог быть создан по заказу из России. Об этом пишет Шпигель. Оружие обнаружили еще в прошлом году, тайно обезвредили и несколько месяцев следили за тайником, рассчитывая выйти на тех, кто за ним придет. Но никто так и не появился. Немецкие силовики считают, что тайник был создан для подготовки покушений. Газета Die Zeit ранее писала о возможном российском плане убийства главы оружейной компании Donaustahl Штефана Тумана, которая поставляет Украине боевые дроны. По данным немецких журналистов, в качестве оружия рассматривали даже новичок. И это уже не первый предполагаемый российский заговор против руководителей немецкой оборонки. Летом 2024 года американская разведка, по данным западных СМИ, раскрыла планы убийства Армина Папергера, главы концерна Rheinmetall, который производит для Украины боеприпасы и бронетехнику. США предупредили Германию, после чего Папергеру усилили охрану. Вашингтон готовит для Ирана самые жесткие санкции в истории. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, такой экономический удар должен снизить необходимость в новых крупных военных операциях против Тегерана. Это двойной удар. У нас есть блокада иранских портов, и мы введем самые жесткие санкции в истории. Это сработает в Иране, и мы добьемся краха этого режима. Пришло время нашим союзникам и остальному миру сделать выбор. Ранее Дональд Трамп уже пригрозил режиму экономической войной и предупредил, что последствия ждут и страны, которые продолжат помогать Тегерану. Подробности нового санкционного пакета Бессент пообещал раскрыть в понедельник. А вот президент Ирана, похоже, проговорился. Выступая с речью перед врачами на заседании Исламской ассоциации иранского медицинского общества в столице страны, Масуд Пезешкиян вдруг признался: «Лучше завершить войну сейчас, пока мы находимся в положении силы и сохраняем достоинство». Похоже, угроза Вашингтона новыми санкциями всерьез напугала руководство Исламской Республики. Дональд Туск фактически вступился за подозреваемых в подрыве северных потоков. Премьер Польши заявил, что Германия не должна преследовать людей, которые могли участвовать в диверсии, если действовали в условиях войны против Украины. По его словам, стыдно должно быть не тем, кто вывел газопроводы из строя, а тем, кто вообще их построил. Заявление прозвучало после нового задержания. На днях в Хорватии арестовали украинца Владимира Ж., которого немецкая прокуратура подозревает в участии в той операции. В 2025 году его уже задерживали в Польше, но местный суд решил не выдавать фигуранта Германии. Варшава годами выступала против Северного потока, считая его инструментом энергетической зависимости от России. Теперь Туск, по сути, предлагает Берлину признать, что главная ошибка произошла еще до взрывов, когда Германия решила строить эти трубы. Новый поворот в войне Кремля против Армении. Ереван отзывает посла. По данным газеты «Жоговурт», представитель Армении в России Гурген Арсенян будет отозван, и решение уже окончательное. Москва уже несколько месяцев ведет против Армении откровенную информационную и торговую войну. Не сумев добиться успеха своих ставленников на июньских выборах, Кремль не ослабляет давление, пытаясь заставить руководство Армении свернуть с пути сближения с Евросоюзом. Причины смены посла, как утверждает издание, в недовольстве Пашиняна. Дипломат, дескать, не смог добиться разрядки в отношениях с Москвой. Кто займет его место, пока неизвестно. А вот это что-то новенькое. В Чечне в кабинетах чиновников стали появляться новые портреты. К фото Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых добавили еще одного представителя правящей в республике династии. 18-летний Адам Кадыров стал широко известен после избиения Никиты Журавеля в Грозненском СИЗО в 2023 году. После этого он получил несколько высоких постов и более 20 наград. Теперь к коллекции должностей и медалей добавляется еще один символ статуса. Похоже, Рамзан Кадыров придумал, как еще порадовать сына.
Украина, возможно, готовила совершенно новый уровень атаки на Москву. По данным The Atlantic, план под кодовым названием M&M's предполагал запуск до 1000 дешевых автономных дронов с искусственным интеллектом за одну ночь. Их задачей было перегрузить российскую ПВО и надолго парализовать московские аэропорты, чтобы международные авиакомпании начали отказываться от рейсов в российскую столицу. Источники издания утверждают, что проект курировал экс-министр обороны Михаил Федоров, а Владимиру Зеленскому его представили в начале текущего года. Президент Украины якобы опасался риска для гражданских самолетов, но разрешил продолжить подготовку. В июле работу над операцией остановили после отставки Федорова, хотя один из источников, «Атлантик», допускает, что проект могут возобновить. Мы попробуем. Технически это возможно. На это потребуется около 3 месяцев. При этом сама идея закрывать российские аэропорты уже давно не выглядит фантастикой. Только за месяц Росавиация вводила ограничения более 100 раз, а московские аэропорты закрывались как минимум 17. Похоже, фильм о Колобке был только началом. Кремль начинает откат страны к ее карикатурному образу. Как пишет «Верстка», для выставки «Русский дом-2026», созданной во исполнение поручения Путина, выбрали максимально узнаваемый набор символов: матрешки, балалайки, медведи, березовые рощи и купола храма Василия Блаженного. Это архетипы, в которых закодированы форма, характер, эмоция и история. Они веками формировали наш культурный код. Задача площадки «Национальные символы России» – расшифровать этот код и показать, как его энергия воплощается в языке современного дизайна. И это не просто декорации для одной выставки. Такой стиль в будущем хотят использовать при оформлении школ, скверов, стадионов и остановок по всей стране. Мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция. Девочки, молодые девушки в какие-то всякие на свои мероприятия или где-то отдыхают, в бары и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся вечером.